Вот уже 2 месяца спустя я решила поснимать здесь в Сан-Маркосе, так как в прошлом видео это была просто наша прогулка, и я сняла что получилось. Но заметила, что много чего важного не рассказала про этот поселок. А в этот раз мы приехали в будний день по делам. Потом объясню, какие у нас тут могут быть дела. А так получилось, что, оказывается, сегодня 25 апреля, и это день Святого Маркоса, а это значит день для этого поселочка, то есть это называется это его патрону. И поэтому все просто закрыто, потому что это праздничный день вот для этого поселка. Но прежде мы проедем дальше на запад по 38-му маршруту, чтобы показать вам один нетуристический поселок и объяснить некоторые его преимущества. Вот такой поселочек, называется Вilla-де-Сото. Это департаменто Крус-де-Леже. Отсюда до Кордовы где-то часа 3 ехать. Но есть ближе крупные городки. Что интересно в этом поселке, это что здесь не развит туризм, и поэтому можно найти жилье подешевле, аренду, либо купля-продажа. Здесь в этом плане может быть очень выгодно. Ну и к тому же есть такая сельская местность, где можно купить целый кампо. Там, допустим, есть с оливковыми деревьями, есть еще производят мед, некоторые просто какие-то фабрики поставили. Вот. И такой вот приятный поселочек, на который нет такого наезда туристов. В принципе, в любое время года вот такое спокойствие. Вот мы на набережной, и это Рио Сан-Маркос, река Сан-Маркос. Это очень спокойный поселочек, но в нем есть очень интересные места. Например, есть музей хиппи, там где рассказывают о самых первых хиппи, которые сюда приехали. И в то же время еще есть такое место, которое называется Позо де Лус, там где строят огромный аэропорт для неопознанных летающих объектов, которые могут прилететь с других планет. И вот это проездная такая дорога, которая соединяет центр поселка, и в той стороне продолжается авенида Сан-Мартин, еще несколько километров туда. И когда эта река подрастала, то нельзя было переехать на машине в ту сторону, поэтому сделали потом еще вот этот мост. Очень интересно посмотреть, как растет эта речка. То есть это вот такой типа ручей, и ни с того ни с сего приходит такое течение, раз в 10 больше, с грязью, с ветками, и просто заглатывает вот этот вот ручей. И это очень опасно, кстати. На выходных здесь устраивают ярмарку, но сейчас такой выходной, он только здешний, поэтому ничего нет. То есть эта ярмарка, она больше направлена на туризм. Вот и сейчас, хоть и в основном все закрыто, но постараемся найти, может, какой-то ресторанчик. Ага. Здесь тоже такая, как называемая, галерея. И там есть еще различные магазинчики. В чем разница в этом поселочке
например, с Вишал де Сото или Крус де Лехе, который находится дальше по 38-й трассе. Это именно то, что здесь очень развит туризм, и из этого исходят различные преимущества, но и недостатки, как для человека, который захочет сюда приехать жить. Один из недостатков – это то, что летом, в высокий сезон, может быть огромный наплыв людей. Ну и к тому же, если вы снимали жилье в течение года, то летом просто вам могут прекратить ваш контракт. Вот полно различных отелей, кемпингов. Что в нем интересного, это несмотря на то, что это маленький поселок с такой, не очень развитой инфраструктурой, но в принципе люди, которые работают удаленно, сюда приезжают, потому что интернет в принципе нормальный. Конечно, советую в каждом поселке узнавать, какая компания лучше работает, там Movistar или Personal, либо Claro. Все остальные обычно не работают, но может это уже не так. То есть есть еще там 20, еще какие-то новые, но часто в этих поселках у них нет антенн, но может у них есть какой-то договор с вот этими самыми главными компаниями. Еще что интересно, это несмотря на то, что это маленький поселок, так как очень развит туризм, и он известен именно из-за этой всей хиповой волны, то сюда много людей приехало изо всей страны, особенно из Буэнос-Айреса. И в принципе менталитет тут, скажем так, не сельский. То есть если может возникнуть какой-то страх или волнение у людей, например, ЛГБТ, то здесь это совсем не проблема. Хотя в принципе в Аргентине это уже все нормально принимается. То есть тут такое сочетание вот этой всей хиповой философии. И в то же время есть очень сильные традиции. И вот мы сейчас можем посмотреть, как здесь еще присутствует довольно-таки сильно религия католическая. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un rato. Un poquitito de ajo, un poquito de sal, aceitito de oliva, un poquitito de merquén ahumado.
Вот есть такие галерея называется, то есть где с двух сторон есть какие-то ресторанчики и магазинчики. Вот такие улочки Сан-Маркоса. Очень расслабляет. Такая зелень. Ну и плюс еще вот это все искусство. Вот это пан решено. Такие типа пирожки. В этом есть баклажан с сыром. Только баклажан такой Comida hippie. ahumado. Лук с сыром. А вот этот, что мы еще не открыли, не начали, то есть это тыква с сыром. Здесь всегда можно найти много чего вегетарианского. Вот продается варенье из иго. В данный момент мне будет сложно вспомнить, как иго на русском. Вот мы идем уже к набережной. Вот ярмарка, которой нет. Сегодня все-таки не выходной, но несмотря на это, есть какое-то движение, можно посмотреть на путешественников. Так что сейчас их немножечко и поснимаем. Вот здесь люди, которые живут вот так вот в этих машинах или комби, или там вот этот трафик. Наверняка у них есть у большинства каналы в Ютубе и еще профили в Инстаграме. Вот они ездят по всей Аргентине, либо по всей Америке, а некоторые даже перебираются на другие континенты. А вот некоторые ездят вот так на велосипеде. А вверху это Cerro de la Cruz. Холм креста. Вот набережная. На выходных здесь полно народу. Хоть и речка маленькая, конечно, бывает в ней побольше воды. Особенно у кого маленькие дети, это, в принципе, очень удобно, потому что здесь вообще нет глубины для них, то есть нет опасности. И так как все так плоско, то все сюда приходят, себе что-то там, себе стелят какую-нибудь подстилку, даже приносят там стулья всякие, столы и проводят здесь несколько часов. Дело в том, что мы обычно избегаем большое количество людей, но сейчас, так как то есть будний день и практически никого нет, то мы здесь как раз-то и проведем пару часов, пока тут покушаем, может даже сиесту поспим, кто его знает. И уже вернемся в наши края. Нам отсюда до Рио-Себажус ехать 2 часа. Ну, пока что, я думаю, я все рассказала. На этом будем заканчивать. Это одно из наших любимых мест. И очень советую, если вы где-то будете поблизости находиться, либо находитесь в Буэнос-Айресе, если хотите съездить в какое-то интересное место в провинции Кордова, то это место обязательно нужно посетить. Всем пока! Hola, Rusia. Esto les espera.